Ребята, всем привет, с вами Андреевка Лайф. Мы сегодня будем готовить блюдо, которое я хотел приготовить уже давно, и вот наконец-то дошли руки до этого блюда. В общем, сегодня мы будем готовить итальянское рагу болоньезе. Оно является основой таких блюд, как паста болоньезе и, самое главное, лазаньи. В общем, рецепт потрясный. Давайте смотрим ингредиенты. Нам понадобится говяжий фарш, свиной фарш. Это у нас варено-копченая грудинка. В оригинале должна быть панчетта. Это сыровяленая грудинка свиная, но у нас ее тяжело найти, поэтому мы заменили ее обычной грудинкой. Дальше из овощей морковь, сельдерей, лук, томатная паста, бульон. Вы можете взять любой: куриный, овощной, говяжий. Мы взяли куриный. Это красное сухое вино, сливочное масло, оливковое масло и соль. Вот как видите, набор продуктов очень впечатляющий, поэтому приступаем. Ребята, начинаем с нарезания грудинки. Если вы увидели, что овощи мы уже нарезали, но грудинку не стали. В общем, нужно на такие же небольшие кусочки нарезать. Ребята, с грудинкой мы закончили. Теперь включаем плитку и выливаем в сковороду масло оливковое, чтобы оно разогревалось. Ребята, и теперь сюда отправляем сливочное масло. Ребята, и теперь отправляем сюда грудинку. И немножко обжарим ее. Ребята, 3 минуты у нас прошло, как грудинка обжаривается. Теперь добавляем сюда все наши овощи. И, конечно же, перемешиваем. Ребята, 5 минут у нас прошло, как овощи вместе с грудинкой обжариваются. Добавляем сюда свиной фарш. Перемешиваем. Разбиваем на части, если где-то крупные. И сразу же отправляем говяжий фарш к свиному. Ребята, видите, фарш начал выделять воду. Нам очень нужно жарить и тушить до тех пор, пока вода не выпарится вся. Ребята, у нас около 10 минут фарш обжаривался. Вот смотрите. Похоже, что масло одно осталось цвета такого, это уже не вода. Поэтому следующий этап. Добавляем сюда вино и тушим это все до испарения вина. То есть вино должно у нас выпариться. Ребята, смотрите, вино уже выпарилось, поэтому дальше отправляем томатную пасту в миску, выливаем сюда бульон, и нам нужно это все размешать, чтобы комочков не было. Ребята, раствор наш готов, выливаем нашему фаршу, нашему болоньезе, перемешиваем. Сейчас подсолим. Потом, если что, добавим. Перемешиваем еще раз с солью. Сейчас будем закрывать крышкой, ребята, убавлять на минимум огонь, нагрев. И 2 часа забываем, на 2 часа забываем. Единственное, нужно будет там, периодически посматривать, если жидкость будет испаряться сильно быстро, можно будет добавить бульона еще немножко. В общем, нам нужно 2 часа тушить в жидкости.
Ребята, у нас прошло ровно 2 часа. Давайте посмотрим, что у нас получилось. О, смотрите, какая красота. Так, перемешаем, посмотрим. Посмотрите, вообще просто чудо. Вот это у нас получилось рагу болоньезе. Сейчас будем пробовать. Ребята, в общем, рагу получилось супер. Соли в самый раз. В процессе приготовления бульон мы не добавляли, то есть это вся жидкость, которая была изначально. Фарш супер, в общем, все супер, ребята, ничего не могу добавить. Как я уже говорил раньше, это рагу можно использовать для приготовления пасты болоньезе и лазаньи. И в следующем видео мы будем как раз и готовить лазанью, так что не пропустите. И на этом мы с вами прощаемся на неделю, как обычно. Всем здоровья, всем пока.